Александр был человеком, о котором писали в журналах. Миллионер, предприниматель, владелец гостиничной сети в Европе. Но за дорогими костюмами и холодной уверенностью скрывался человек, потерявший самое дорогое — свою жену. Анна погибла в автокатастрофе 3 года назад, оставив его наедине с маленькой дочерью Лизой. С тех пор Александр ни с кем не сближался. Он жил только ради Лизы, которая была единственным светом в его жизни. Когда девочке исполнилось 6, ее здоровье резко ухудшилось. Врачи в Москве не могли точно поставить диагноз. Тогда Александр, не теряя времени, отвез дочь в частную швейцарскую клинику, славящуюся своими специалистами и новейшими технологиями. Он был готов заплатить любую сумму, лишь бы помочь. В приемной его встретила женщина в белом халате. Александр поднял глаза и окаменел. Перед ним стояла Анна, или ее отражение. Та же линия подбородка, тот же цвет глаз, те же мягкие, спокойные движения. Сердце Александра замерло, и только голос врача вывел его из транса. «Здравствуйте. Я доктор Вероника Мейер. Буду вести лечение вашей дочери». Он не мог вымолвить ни слова. Не из-за страха, из-за шока. Казалось, перед ним стояла сама судьба в облике женщины, которую он потерял. С тех пор он каждый день приходил в клинику. И каждый день все больше ловил себя на том, что смотрит не на Лизу, а на Веронику. Не потому, что хотел заменить жену, нет. Просто ее присутствие снова оживляло в нем то, что он давно похоронил вместе с Анной. Тепло, надежду, живые чувства. Однажды Вероника подошла к нему и сказала: «Вы можете спросить. Все пациенты, видя меня, реагируют одинаково. У меня действительно редкая внешность. Вас кто-то напоминаю?» Александр посмотрел на нее, вдохнул и впервые за долгое время улыбнулся. «Напоминаете. Но теперь, думаю, просто напоминаете. А может, это не случайность». Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.